Всем привет! Сегодня в этом видео покажу от начала до конца, как собрать кубик Рубика 3 на 3 самым простым и самым быстрым способом. Чтобы не лить много воды, давайте сразу же и начнем. Первым делом нужно взять кубик Рубика правильно в руки. А правильно это когда желтый цвет направлен вверх. Итак, взяли кубик Рубика желтым цветом вверх. И первое, что мы должны сделать, это собрать белый крестик вокруг желтого центрального элемента. Делается это достаточно просто. Нам нужно находить в среднем слое реберные элементы, у которых присутствует белый цвет. И когда мы его находим, нам нужно просто вывести его сюда наверх. Допустим, вот этот цвет мы выведем легко и просто путем переведения вот так вот его в эту сторону, а затем переворачивания его наверх. Таким образом он оказался в поле желтого цвета. И так повторяем процедуру с другими элементами реберными. Точно так же разворачиваем, поворачиваем, и он оказывается у нас напротив желтого. Ищем еще реберные элементы. Видим, что больше реберных элементов нету. Но нам они нужны, поэтому скорее всего они все вот здесь. Вот видим здесь один реберный элемент. Что мы можем сделать? Мы можем просто его перевернуть в эту сторону. Видим, что один реберный элемент у нас здесь. Мы можем его точно так же перевернуть сюда, затем перевернуть сюда, развернуть вернее, а затем просто перевернуть его вверх. Вот мы и сформировали белый крестик на желтом поле, потому что это желтое поле, потому что центральный элемент задает цветность поля, а здесь желтый, значит здесь должно собираться желтое поле. Итак, мы собрали крестик. Теперь что мы делаем? У каждого такого реберного элемента имеется второй цвет. В данном случае это синий, поэтому мы синий сводим с центральным синим элементом. Вот мы их свели. Белый, синий, синий. А затем переворачиваем фронтальный слой на 180 градусов, переворачивая белый элемент к белому центральному элементу. Вот что у нас получилось. У нас элемент реберный с белым цветом развернулся к белому центральному элементу. И в то же время он сливается с центральным синим элементом правильно. Такую процедуру повторяем со следующими реберными элементами. Вот мы свели зеленый с зеленым и разворачиваем на 180 градусов. Повторяем это же. Оранжевый с оранжевым у нас просто совпало. Просто разворачиваем на 180 градусов. Здесь у нас красный сводим с красным. И разворачиваем на 180 градусов. Перевернем и увидим, что мы сделали в области белого поля. Мы видим, что у нас есть центральный элемент белого цвета и крестик из реберных белых элементов, которые в свою очередь правильно расположены по цветности на своих местах. Итак, теперь наша задача подставить сюда правильные угловые элементы, у которых уже, как видите, 3 цвета присутствует. У каждого из этих угловых элементов присутствует 3 цвета. И наша задача подставить эти элементы правильно сюда. Для того, чтобы их правильно сюда подставить, нам сначала в верхнем поле нужно найти такой элемент угловой с белым цветом. Вот он, например. Мы видим, что у него есть белый, нужный нам цвет, у него есть оранжевый и синий цвет. Значит, нам нужно этот угловой элемент поставить в правильное свое ребро. Это значит, что этот угловой элемент должен находиться между полями, у которых цвет оранжевый и синий. В данном случае нам нужно повернуть этот слой верхний с этим элементом, чтобы он именно туда и стал. И мы видим, что наш нужный элемент угловой с белым цветом стал в нужное ребро. То есть он стал между оранжевым и синим цветом. Между теми цветами, которые присутствуют непосредственно в этом угловом элементе. Оранжевый и синий. Когда он стал на свое место, когда мы его расположили на свое место, мы держим точно так же кубик Рубика желтым цветом вверх. И самое время изучить одну формулу, которой мы и в дальнейшем соберем весь кубик Рубика. Это простая формула, она может выполняться справа, может выполняться слева, но исключение в том, что когда мы выполняем ее слева, то она выполняется в
противоположном порядке. Сейчас я объясню, что это значит. Формула с правой стороны выполняется следующим образом. Мы правое поле поворачиваем по часовой стрелке один раз. Верхнее поле поворачиваем по часовой стрелке один раз. Затем опять правое поле против часовой стрелки поворачиваем один раз. И верхнее поле против часовой стрелки поворачиваем один раз. Таким образом мы выполнили формулу с правой стороны один раз. Почему, как это по часовой или против часовой стрелки? Нужно представить просто часы в этом поле и понять, куда движется стрелка. В данном случае, если мы представим часы на этом поле, то стрелка будет двигаться вот так. Значит, вот это будет по часовой, а вот так будет против часовой. Точно так же здесь. Если мы представляем здесь часы, то по часовой будет вот так вот, а против часовой будет вот так вот. Понятно. Если мы выполняем такую формулу с левой стороны, то мы делаем все точно так же, только наоборот. Мы делаем сначала левую сторону против часовой стрелки, затем верхнее поле против часовой стрелки, затем левую сторону за часовой стрелкой и верхнее поле за часовой стрелкой. Таким образом мы выполнили ту же самую формулу, но с левой стороны. Итак, когда мы это усвоили, самое время нам расположить наш элемент, который у нас в данном случае опустился вниз, но не расположился правильно, а расположить его правильно. Мы применяем эту правостороннюю формулу до тех пор, пока именно этот элемент не станет на свое место. Но не забываем формулу закончить. Итак, мы видим, что наш элемент правильно расположился в своем ребре и между своими цветами. То есть он слился белым с белым цветом, оранжевым с оранжевым цветом, а синим слился с синим цветом. Так мы делаем со следующими угловыми элементами. Сначала мы их находим. Вот он. У него есть белый, синий, красный. Значит, нам нужно его расположить между синим и красными полями. Синий у нас здесь, значит, красный будет где-то рядом. А вот он красный. Вот он встал на свое место между синим и красным полем, имеющий элемент в себе синий красный цвет. Давайте же повторим эту формулу по часовой, против часовой, против часовой. Мы видим, что выполнив одну формулу, элемент сразу же стал на свое место. Иногда потребуется 2 выполнения формулы, иногда 3, но максимум 6 раз. Потому что если вы выполните формулу с правой стороны или с левой стороны 6 раз подряд, то кубик придет в то самое состояние, с которого вы начинали. То есть вы будете каждые 6 раз ходить по кругу. Итак, элемент встал на свое место. Продолжаем искать такой угловой элемент. Вот еще один угловой элемент, у которого есть оранжевый и зеленый цвет. Подставим его в нужное место. Провернем 2 слоя или верхний слой провернем. И вот мы видим, что он стал в свое место между зеленым и оранжевым цветом. Сделаем формулу. До тех пор делаем формулу, пока элемент не станет на свое место. И вот сейчас он должен стать на свое место, когда я завершу формулу. Вот он стал на свое место. Ну, формулу нужно обязательно довести до конца, то есть завершить формулу. Выполнение формулы нужно завершить. И опять элемент оказался на своем месте. Мы идем дальше по кругу, видим, что у нас больше элементов сверху нету. Зато у нас есть элемент, который стоит на своем месте, но он расположен снизу. Это ничего страшного, если мы находим его внизу, мы выполняем ту же правостороннюю формулу до тех пор, пока он не ляжет на свое место правильно. И вот он расположился правильно на своем месте. Теперь, когда мы это выполнили, вы можете обратить внимание на то, что мы собрали полностью белое поле, белый цвет, а также собрали один из нижних слоев. То есть нижний слой у нас полностью собран по цвету. Как видите, здесь красный, здесь зеленый, здесь оранжевый и здесь синий. И кроме того, оранжевый у нас расположен в
своей полярности, так скажем, по цвету. И зеленый расположен, и красный. То есть все цвета собраны в нужном месте. Но даже если бы они были рассинхронны, то мы бы легко это синхронизировали бы по цвету и так далее. Теперь наша задача собрать средний слой, который состоит исключительно из реберных и центральных элементов. Центральные элементы, они никак не меняют здесь свое положение, они остаются неизменно на своем месте. Все, что они делают, это крутятся по оси, но они не переходят в эти угловые или реберные позиции. Центральный средний слой у нас состоит исключительно из реберных элементов. Для того, чтобы нам его собрать, нам нужно в верхнем поле находить реберные элементы, которые не имеют в себе желтого цвета. В данном случае я вижу синий с красным, реберный элемент, который точно так же по той же логике нужно сопоставить со своим основным цветом. То есть мы видим синий, мы сводим его с центральным синим, а затем мы обращаем на его вторичный цвет, это красный, и смотрим на поля, где у нас красный цвет. У нас красный цвет справа, а не слева. Это значит, что этот реберный элемент нам нужно увести в противоположную сторону своего же цвета. И если мы увели его в левую сторону, то сначала мы выполняем правостороннюю формулу один раз. И разворачиваем кубик Рубика влево. И выполняем левостороннюю формулу один раз. Таким образом, реберный элемент, состоящий из красного и синего цвета, оказался у нас вот здесь. А элемент, который был на этом месте прежде, он оказался вот здесь. Мы поменяли их местами. Так мы делаем со следующими реберными элементами. Вот, допустим, есть красный, зеленый. Красный мы должны свести со своим основным цветом красным, центральным. Вот. Затем обратить внимание на это поле и на это поле и понять, где у нас зеленый. Здесь его нету. Здесь у нас зеленый. Значит, зеленый мы опять проворачиваем в противоположную сторону. И так как мы повернули верхний слой с зеленым элементом влево, то выполняем сначала правостороннюю формулу один раз. Когда выполнили, поворачиваем кубик Рубика в левую сторону. И выполняем один раз формулу с левой стороны. Обратите внимание, что всегда я кубик Рубика держу желтым цветом вверх. Если вы собираете параллельно со мной, делайте то же самое. Итак, смотрим и видим, что у нас есть еще один реберный элемент, у которого нету желтого цвета, есть синий и оранжевый. Случилось так, совпало, что он уже сведен со своим центральным цветом. Обращаем внимание, где у нас оранжевый. У нас оранжевый с левой стороны. Значит, этот элемент мы должны отвести в противоположную сторону. Если мы отводим элемент в противоположную сторону в правую сторону, то в этом случае мы сначала выполняем левостороннюю формулу один раз. А затем разворачиваем кубик Рубика в правую сторону и выполняем один раз формулу с правой стороны. То есть все то же самое, только в обратном порядке. И таким образом мы видим, что синий-оранжевый элемент стал на свое место, а желто-красный элемент подставился сюда вверх. Смотрим дальше. И видим еще один элемент, который не стоит на своем месте и не имеет он желтого цвета. Нам нужно его поставить вот сюда. Правильно расположить, чтобы зеленый его был к зеленому, а оранжевый к оранжевому. Для начала мы сведем его со своим зеленым основным цветом. Свели.
Теперь мы смотрим, где у нас оранжевое поле. Оно у нас здесь, с правой стороны. Значит, верхний слой с этим реберным элементом мы отводим в противоположную сторону, подальше от его основного цвета. И так как мы увели верхнее поле в левую сторону, то сначала мы выполняем правостороннюю формулу один раз. Я делаю это специально медленно, для того, чтобы вы успевали и запоминали. Когда мы выполнили формулу с правой стороны, разворачиваем кубик Рубика влево и выполняем один раз формулу слева. Таким образом, как вы видите, элемент у нас оказался в нужном месте. И теперь у нас собрано полностью белое поле. Собраны два слоя полностью. И осталось собрать всего один верхний слой. Внимание! У вас может возникнуть такая ситуация при сборке среднего слоя, что в верхнем поле, желтом, у вас нету или больше не осталось элементов, в которых не присутствует желтый цвет. То есть все реберные элементы, так или иначе, с одной или с другой стороны, имеют желтый цвет, и вам они не подходят. Как быть в такой ситуации и что в такой ситуации делать? Все, что вам нужно сделать, это менять местами этот элемент на этот элемент. Тем же самым путем. Мы хотим заменить этот элемент, разместить сюда, а этот сюда, для того, чтобы его потом правильно расположить в нужном месте. Мы отводим этот элемент в противоположную сторону от этого элемента, то есть проворачиваем верхнее поле вправо. Выполняем левостороннюю формулу один раз. Поворачиваем кубик Рубика вправо. И выполняем правостороннюю формулу один раз. Таким образом, элемент, который не имел желтого цвета и был расположен здесь, он у нас переместился сюда. А элемент, который был с желтым цветом, сине-желтый, разместился здесь. Теперь мы можем этот элемент правильно поставить на свое место. Сводим синий с синим. Смотрим, где у нас оранжевый. Вот у нас. Вводим в противоположную сторону. Выполняем левостороннюю формулу один раз. Поворачиваем вправо. Выполняем формулу справа один раз. И видим, что оранжево-синий элемент стал у нас правильно на свое место. Итак, делаем со следующими элементами, которые вам нужно поменять местами. Но вся трудность в том, что именно верхний слой собрать сложнее всего. Но чтобы его собрать, нам нужно не так уж и много усилий, всего лишь немножко терпения и увлеченности, наверное. Итак, для того, чтобы нам собрать верхнее, последнее поле, слой, вернее, не поле, первым делом нам нужно сформировать на желтом поле крестик из желтого цвета. Мы это можем достичь одним способом, одним вариантом. В данном случае мы должны искать в этом поле сейчас три ситуации. Первая ситуация — это точка. Она всегда будет. Это когда по центру только есть один желтый элемент, и это неизбежная ситуация, она всегда, стопроцентно будет такая ситуация, у вас всегда будет точка. Вторая ситуация — это когда, если бы у нас на этом желтом поле было бы еще два элемента с желтым цветом здесь и здесь. Эта ситуация называется 9:00 из-за того, что такой уголок, желтый уголок, напоминает на циферблате время 9:00, когда минутная стрелка указывает на 12, а часовая на 9. Такая ситуация называется 9:00. И третья ситуация — это когда у нас на желтом поле сформировалась желтая горизонтальная линия. Она может быть вот так или может быть вот так. Но горизонтальная она потому, что при выполнении следующего алгоритма действий мы должны располагать кубик Рубика так, чтобы эта линия была по отношению к нам горизонтально. Итак, у нас ситуация точка. И при этой ситуации
не имеет значения, как вы будете держать кубик Рубика. Самое главное, чтобы кубик Рубика по-прежнему был направлен желтым цветом вверх. В иных ситуациях, когда у нас ситуация 9.00 или горизонтальная линия, мы должны держать, располагать в руках кубик Рубика таким образом, чтобы мы видели 9.00, вот так вот по отношению к себе, либо мы видели горизонтальную линию. Но то, что в данной ситуации у нас именно ситуация точка, это очень хорошо, потому что в процессе выполнения алгоритма действий мы сейчас с вами разберем каждую из этих ситуаций наглядно. Итак, у нас ситуация точка, и в любой из ситуаций, будь то точка, будь то 9.00, будь то горизонтальная линия, мы выполняем один и тот же алгоритм действия. Мы проворачиваем фронтальное поле один раз направо. Я делаю это медленно, чтобы вы все запоминали. Проворачиваем направо. Затем выполняем один раз формулу с правой стороны. И разворачиваем фронтальное поле назад в прежнее состояние. То есть возвращаем его один раз назад, проворачиваем. Таким образом, из ситуации точка мы получили ситуацию 9.00. Это та ситуация, когда, видите, у нас есть как будто на часах стрелочка одна направлена на 12, а одна на 9. Это ситуация 9.00. И при этой ситуации мы выполняем тот же самый алгоритм действий. Это проворачиваем фронтальное поле один раз направо. Выполняем формулу с правой стороны один раз. И возвращаем фронтальное поле в прежнее положение. То есть проворачиваем его назад налево. Из ситуации 9.00 мы получили ситуацию горизонтальная линия. И вот когда у нас собралась горизонтальная линия, в вашем же случае может получиться так, что у вас изначально будет не точка, а уже, например, горизонтальная линия сразу. Но в любом случае мы выполняем, опять же, тот же алгоритм действий. Мы снова берем кубик Рубика, располагаем к себе таким образом, чтобы горизонтальная линия была по отношению к нам горизонтально, а не вот так вот, а именно горизонтально. Снова берем, проворачиваем фронтальное поле вправо один раз. Выполняем формулу с правой стороны один раз. И возвращаем фронтальное поле, поворачивая его назад влево один раз. Таким образом, из ситуации точки у нас получилась ситуация 9.00, затем у нас получилась ситуация горизонтальная линия, и в конце концов мы достигли нашей цели, у нас получился желтый крест. Это хорошо. Если вы собираете параллельно со мной, то у вас должен получиться точно такой же результат. Следующая наша задача, как и с белым полем, когда мы вот здесь, помните, подставляли правильно угловые элементы, точно так же нам сейчас нужно расставить угловые элементы для желтого поля. Это значит, но здесь немножко другой подход. Мы должны для начала найти одну из плоскостей, будь то это, или это, в которой два угловых элемента уже стоят в своем ребре, между своими цветами. Если вы помните, как мы собирали это поле белое, то вы наверняка меня понимаете. Итак, давайте посмотрим. Вот у нас есть элемент. Кстати, если мы такого совпадения не найдем, где два элемента находятся на своих местах, да, то мы будем проворачивать это поле до тех пор, пока мы эту ситуацию не найдем. И если эта ситуация не найдется, чтобы по одной плоскости было два совпадения с элементами, то неизбежно будет ситуация, когда у нас два элемента будут в своих ребрах, но они будут по диагонали друг от друга. Но к этому мы позже придем. А сейчас давайте разберем ситуацию, найти все-таки одну плоскость с двумя угловыми элементами. Итак, наша задача сейчас найти два угловых элемента, цвета которых совпадают с цветами полей. Итак, мы видим, что этот угловой элемент
стоит на своем месте, потому что в нем присутствует зеленый цвет и красный, а расположен он в свою очередь между зеленым и красным, и это хорошо. Здесь элемент тоже находится на своем месте, потому что в нем присутствует оранжевый и зеленый цвет, и расположен он между оранжевым и зеленым цветом. Значит, вот эта вот плоскость, в которой совпало наших два элемента. Уверяю вас, эти два уже не совпадают. Внимание! У вас может возникнуть такая ситуация, когда в одной плоскости не нашлось двух угловых элементов, которые находятся в своем ребре. Зато ситуация следующая, когда один элемент находится в своем ребре здесь, как мы видим, зеленый, оранжевый, а следующий элемент обязательно, если вы не нашли в одной плоскости, то обязательно будет по диагонали такой элемент. Следующий элемент у нас тоже находится в своем ребре, но по диагонали напротив следующего элемента, то есть у него есть синий и красный цвет, и он расположен между синим и красным полем. Как быть и что делать в такой ситуации, сейчас объясню. Еще раз повторю, что если вы не нашли два совпадающих элемента в одной плоскости, проворачивая поле и исследуя кубик-рубик, то обязательно в этом случае у вас найдутся два элемента, которые будут расположены друг напротив друга по диагонали. Если у вас возникла такая ситуация, то действуем следующим образом. Берем кубик-рубик, произвольно располагая его в руках. Главное, чтобы он все так же по-прежнему был направлен желтым цветом вверх. И выполняем следующий алгоритм действий. Он такой же, как и если бы у вас два совпадающих элемента нашлись в одной плоскости, и вы расположили бы кубик-рубик по левую сторону руки, к левой руке, да? Но в этом случае мы берем кубик-рубик произвольно, где хотим, и начинаем с любого места. Выполняем 3 формулы с правой стороны, 3 раза выполняем формулу с правой стороны. Раз, два, 3. Разворачиваем кубик Рубика в левую сторону и выполняем формулу 3 раза с левой стороны. Раз, два, 3. То есть мы выполнили тот же самый алгоритм действия стандартный в этом при сборке верхнего слоя и при расположении угловых элементов на свои места. За исключением того, что в этом случае мы могли кубик Рубик взять с любой стороны и начать с любого ребра, с любого слоя углового. Да? Что мы имеем? Теперь мы неизбежно имеем ситуацию, в которой обязательно в одной плоскости совпадут два элемента. Давайте их же найдем, эти два элемента. Вот, допустим, у нас здесь зелено-красный. Мы повернем сюда. У нас этот элемент на своем месте. Этот не на своем и этот не на своем. Вернем назад. Посмотрим, что мы можем еще. Вот, допустим, зеленый-оранжевый цвет, да, на своем месте. Этот не на своем месте. И зеленый-красный не на своем. Синий-оранжевый не на своем. Но если, допустим, мы вернем синий-оранжевый и посмотрим. Ну да, вот у нас синий-оранжевый, синий-оранжевый. Угловой элемент на своем месте находится. И у нас красный-синий, красный-синий на своем месте находится. То есть вот в этой плоскости у нас два угловых элемента находятся в своем ребре. И в этом случае мы действуем, вы уже знаете как. Располагаем кубик Рубика по левую сторону к руке и выполняем 3 раза формулу с правой стороны, затем разворачиваем кубик Рубика в левую сторону и выполняем 3 раза формулу с левой стороны. Итак, когда мы нашли такую плоскость, мы совершаем следующий алгоритм действий.
Мы располагаем кубик Рубика таким образом, чтобы желтый цвет по-прежнему был направлен вверх, а совпадающие элементы, которые совпадают со своими ребрами, находятся в своих ребрах, должны смотреть на нашу левую руку, расположены быть по отношению к нашей левой руке. И выполняем мы правую формулу 3 раза. Раз. 2. 3. Когда мы выполнили с правой стороны формулу 3 раза, мы разворачиваем кубик Рубика влево и выполняем формулу с левой стороны тоже 3 раза. Раз. 2. 3. После того, как мы выполнили этот алгоритм действий с применением одной и той же формулы, которую, я надеюсь, вы уже запомнили, у нас обязательно, провернув туда или влево, или вправо верхний слой, у нас обязательно каждый элемент окажется в своем нужном угле. Что я имею в виду? Ну вот смотрите, у нас сейчас мы видим, что вот этот элемент не совпадает со своими, он находится не в своем месте, правильно? Потому что у него есть красный цвет и синий, а расположен он между синим и оранжевым цветом. Значит, нам нужно довернуть поле таким образом, чтобы этот элемент оказался на своем месте. То есть у него красный и синий цвет, и в данном случае, провернув поле, мы расположили его между красным и синим цветом. Но теперь и все остальные элементы расположились на своих местах. У этого углового элемента красный, зеленый цвет, и расположен он между красным и зеленым цветом. У этого элемента оранжевый и зеленый цвет, и он расположился между оранжевым и зеленым цветом. И у этого элемента синий и оранжевый цвет, и расположен он между синим и оранжевым цветом. Все правильно, так и должно быть. После того, как когда мы достигли такого результата, мы один раз за все время сборки кубика Рубика переворачиваем кубик Рубика так, чтобы теперь он был белым полем, белым цветом направлен вверх, а противоположным своим цветом, желтым, вниз. Когда мы расположили кубик Рубика таким образом, мы должны теперь его крутнуть в руках таким образом, чтобы в правом нижнем углу был элемент, в котором присутствует желтый цвет, как у меня сейчас. Этот цвет может смотреть на вас непосредственно, либо смотреть сюда в сторону, то есть быть с этой стороны. Это не имеет значения. Самое главное, чтобы он был, этот угловой элемент, был в правом нижнем углу. Когда мы его нашли здесь в правом нижнем углу, мы выполняем формулу, которую вы уже наверняка запомнили. Выполняем ее до тех пор, пока именно этот элемент не развернется желтым цветом к желтому полю, синим цветом своим к синему полю, а красным цветом своим к красному полю. Давайте же это и совершим. Итак, выполняем формулу до тех пор, пока этот элемент правильно не расположится на кубике Рубика в своем месте. И вот сейчас я проверну его вниз, и он стал на свое место. Желтым цветом он сливается с желтым полем, если вам видно, вот. Красным он сливается с красным полем, а синим своим цветом он сливается с синим центральным полем. Но не забываем завершить формулу. Итак, такую процедуру мы сделали, и теперь не меняем положение кубика Рубика в своих руках, сохраняем его в том же положении, проворачиваем только лишь нижнее поле, до тех пор, пока опять же в правом нижнем углу не окажется такой же элемент с присутствием желтого цвета, как здесь. И
Делаем ту же самую процедуру. Выполняем формулу с правой стороны до тех пор, пока элемент правильно не расположится на своем месте. Как видите, элемент встал на свое место правильно. Теперь его желтый цвет сливается с желтым. А вернее, он не стал на свое место. Я вас обманываю, извините. Что-то я не то сделал. Хотя нет, он стал на свое место. Поэтому продолжим делать формулу до тех пор, пока он все-таки не станет на свое место. Это я немножко уже запутался. Извиняюсь. Вот. Завершаем формулу. Несмотря на то, что у нас сейчас у этого элемента не совпадают цвета, его цвета с другими цветами, главное, что он желтым цветом опустился к желтому полю. Дальше мы по той же схеме проворачиваем только нижнее поле. Сохраняем кубик Рубика в руках таким образом, как мы его изначально взяли. Проворачиваем только нижнее поле до тех пор, пока, опять же, в правом нижнем углу не появится элемент с желтым цветом. Вот он у нас появился. И продолжаем выполнять ту же формулу. Пока этот элемент не расположится желтым цветом к своему желтому полю. Вот он расположился к своему желтому полю. Проворачиваем нижний слой еще раз. Смотрим, что у нас у этого элемента тоже есть желтый цвет. Вот он. Так что выполним правую формулу несколько раз, пока элемент не станет желтым цветом вниз. Вот он стал желтым цветом вниз. И теперь мы наблюдаем ситуацию, когда у нас по-прежнему собрано белое поле, два слоя собраны, и у нас собран желтый цвет полностью, поле с желтым цветом, а также у нас собралась одна половинка верхнего слоя. Мы развернули опять кубик Рубика желтым цветом вверх. Вот. И у нас собралась одна половинка верхнего слоя оранжевый цвет. Это мог бы собраться и красный цвет, мог бы собраться и синий цвет или зеленый цвет. Но в данном случае собрался оранжевый цвет. В этом случае, когда у нас получилась такая ситуация, мы должны провернуть верхний слой, пока оранжевый цвет не сойдется, не расположится в своем оранжевом поле. И когда мы сделали такую процедуру, то следующий алгоритм, который я покажу, я его покажу чуть позже. А в данный момент я хотел бы вам показать ситуацию, которая у вас может получиться, когда у вас не совпадет одна половинка верхнего слоя полностью по цвету, а будет примерно вот такая ситуация, как здесь. То есть какой-то реберный элемент будет перебивать сплошной цвет. Как вот здесь вот. Здесь должен был бы красный цвет собраться, но не собрался, потому что вмешался реберный элемент с зеленым цветом. И вот у вас такая ситуация может возникнуть и с оранжевым цветом. И по всем 4 сторонам может возникнуть такая ситуация. Так что давайте с нее и начнем. Сейчас я ее быстренько симитирую. Вот такая у вас может получиться ситуация, когда у вас собрано желтое поле, но при этом ни одна из половинок верхнего слоя по цвету не собралась. То есть у вас каждая сторонка перебита каким-то реберным элементом. Я ее сейчас в данном случае специально симитировал для того, чтобы вам подробно продемонстрировать такую ситуацию. Итак, когда у нас возникла такая ситуация, то мы выполняем следующий алгоритм действий. Мы можем расположить кубик Рубика в любом положении в руках. Главное, чтобы желтый цвет был по-прежнему направлен вверх. Вы можете расположить его
к себе синим цветом, или красным цветом, или зеленым, любым. Неважно каким, но выполняем мы следующий алгоритм действий. Мы делаем формулу с правой стороны один раз. Затем, не поворачивая никуда кубик Рубика, выполняем формулу с левой стороны тоже один раз. Затем, не поворачивая никуда кубик Рубика, мы выполняем формулу с правой стороны 5 раз. Раз. 2. 3. 4. 5. И не поворачивая никуда кубик Рубика, выполняем с левой стороны формулу тоже 5 раз. Раз. 2. 3. 4. 5. И теперь у нас неизбежно какое-то одно из полей собралось. В данном случае собрался синий цвет. И вот когда у вас такая ситуация, что один из цветов у вас полностью собрался, одно поле у вас полностью собрано, при этом собранный желтый цвет, и какой-то один из цветов, будь то красный, будь то желтый, будь то оранжевый, будь то зеленый, а вы располагаете в таком случае кубик Рубика к себе таким образом, чтобы он по-прежнему смотрел желтым цветом вверх и собранным цветом на вас. Расположили кубик Рубика правильно в руках и выполняем тот же алгоритм действий, который мы только что выполняли. То есть мы выполняем формулу с правой стороны один раз. Не поворачивая кубик Рубик, выполняем формулу с левой стороны тоже один раз. Не поворачивая никуда кубик Рубик, выполняем формулу с правой стороны 5 раз. Раз. 2. 3. 4. 5. И не поворачивая никуда кубик Рубика, выполняем с левой стороны формулу 5 раз тоже. Раз. 2. 3. 4. 5. Вы, наверное, подумали, и что произошло? Как будто ничего не изменилось. Как был синий цвет собран, так и остался. Желтый тоже как был собран, так и остался. И все по-прежнему, эти три поля так и не собрались. Но на самом деле изменения произошли. И на самом деле вот эти реберные элементы немножко мигрировали, поменяли свое положение в процессе выполнения нашего алгоритма. Вот. Но если у вас кубик Рубика с первого раза не собрался, потому что он мог собраться сейчас только что, то нам просто нужно выполнить этот же алгоритм действий еще один раз. И гарантирую вам, что кубик Рубика обязательно соберется уже точно. Итак, располагаем к себе по-прежнему кубик Рубика собранным цветом к себе, а желтым цветом вверх, и выполняем тот же алгоритм действия еще один раз. С правой стороны выполняем формулу один раз. С левой стороны выполняем формулу один раз. С правой стороны выполняем формулу 5 раз. Раз. 2. 3. 4. 5. И с левой стороны выполняем формулу 5 раз. И вы увидите, что кубик Рубика соберется. Раз. 2. 3. 4. 5. И как видите, кубик Рубика полностью собрался. Но у вас может возникнуть еще одна интересная ситуация. У вас может возникнуть такая ситуация, которая получается крайне редко, тем не менее она может быть.
у вас весь кубик Рубика собран, за исключением одного какого-то элемента, будь то угловой элемент или реберный элемент. И у вас, допустим, такая ситуация, что кубик Рубика сложился, но один элемент у вас почему-то вот так вот не сложился. Все дело в том, что в процессе сборки вы, вероятнее всего, скорее всего, в процессе сборки просто не заметили, как этот один элемент просто провернулся. Особенно если кубик Рубика некачественный, то это вполне возможно. Поэтому все, что вам остается, это просто оттянуть этот элемент немножко на себя и насильно его провернуть и поставить на свое место. Нет другого варианта, чтобы решить эту проблему, только один способ, Вот и все, друзья, на этом все. Если вас заинтересовал такой кубик Рубика, ссылки будут в описании. Увидимся в следующем видео. Всем пока!